Намасте. Пожалуйста, присаживайтесь. Я счастлива быть здесь, на Тайване. И счастлива быть здесь сегодня вечером. Я наслышана о Тайване как о месте, где люди сохраняют свою прекрасную духовную, сокровенную часть. Я очень счастлива быть соединима в этом месте, в этой вибрации. Сегодня здесь присутствуют разные гости, разная аудитория. Здесь есть искатели, которые проходят со мной поле изобилия. Участники сообщества O&O. Здесь есть новички в ожидании вселяющих силу опытов. И у нас есть представители прессы, которые хотят донести до людей Тайваня возвышающее послание. И следующие 2 часа давайте откроем свои сердца к переживанию красивого состояния в сознании, что ведет нас к проживанию прекрасной жизни. Давайте отложим в сторону все, что вас сдерживает, и откроем свои сердца к переживаниям. На некоторое время закройте глаза. Давайте настроимся внутри себя, вернемся в этот момент. Вдыхайте и выдыхайте. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Внутренне произнесите: «Я возвращаюсь в настоящий момент».
Плавно открывайте глаза. Поиски современной науки в том, чтобы победить смерть, в то время как поиски духовности, как вы думаете, что это? В чем поиски духовности? Ну, кто-то ответит. В покое, или другими словами, в том, чтобы одолеть страдания. Давайте приложим это к своей жизни, которая снаружи выглядит достаточно упорядоченно. Мы просыпаемся утром почти в одно и то же время, потом мы чистим зубы, и мы в основном пользуемся зубной щеткой одного и того же производителя. И мы едим достаточно похожий завтрак годы. И потом мы едем на работу. И мы встречаемся с почти одними и теми же людьми на протяжении лет. И затем мы возвращаемся домой, чтобы выполнить свои обязанности. Это выглядит достаточно упорядоченно, не так ли? Да? Выйдем за пределы созданного порядка, что мы видим, тот внутренний хаос, который мы испытываем. Когда мы просыпаемся, в нас в животе уже есть беспокойство. Кто-то, возможно, мчится к холодильнику посмотреть на список дел, который там висит. И это беспокойство поглощает нас каждое утро, когда мы просыпаемся. Когда мы чистим зубы, много раз к нам приходит вопрос, что же мы делаем? Что же мы делаем со своей жизнью? И почему мы делаем то, что делаем? Ради кого? И в чем цель? Да? И потом вы приходите на работу, и, возможно, вы испытываете стресс от бешеной погони за успехом. А если вы не вовлечены в эту погоню, то вас охватывает монотонность на работе. Когда вам нужно справляться с политикой, с людьми, и вы устаете, у вас совершенно не хватает энергии, и вы возвращаетесь домой, вы абсолютно расстроены, и еще больше недовольства наслаивается, когда вы ощущаете, что у вас совершенно нет времени на себя, потому что вам нужно справляться с ответственностью. Так много всего, что следовало и что должен сделать в жизни. Нужно платить по счетам, нужно каким-то образом обеспечивать времяпрепровождение своих детей, и эта неудовлетворенность еще больше накапливается, когда у вас нет времени на самого себя. Или вы возвращаетесь домой, а вам нужно встретиться с той болью, которую вы причинили своей семье до того.
И вы постоянно чувствуете это внутреннее неудовлетворение. Если вы выйдете за пределы упорядоченности и соприкоснетесь со внутренними переживаниями, мы переживаем много хаоса, много конфликта, много неудовлетворенности в жизни. И это мы называем страданием. К нам в Академию O&O в Индию приезжали многие люди, являющиеся лидерами в различных аспектах жизни. Гуру по самосовершенствованию, бизнес-магнаты, художники. И со всеми ими случилось прозрение, когда они добрались до видения природы жизни. Когда они услышали от Кришнаджи революционное озарение, что каждый из нас, живущих здесь, на этой планете, мы живем только в двух состояниях. В любой данный момент времени мы проживаем и переживаем жизнь только из одного из этих двух состояний. Одно — это состояние страдания, другое — это состояние нестрадания. Состояние страдания, давайте сейчас его будем называть стрессовым состоянием. А состояние нестрадания мы его будем называть красивым состоянием. Итак, за каждым действием, за каждым решением, которое мы принимаем в жизни, за каждым действием, которое мы совершаем, за каждым нашим решением одно из этих двух состояний. Итак, самое большое решение, которое вам нужно принять в жизни, это из какого состояния вы хотите жить и переживать жизнь. Из какого состояния вы хотите подпитывать свою семью? Из какого состояния вы хотите достигать успеха в жизни? Какой выбор ваш? Это состояние страдания или красивое состояние? Давайте осмыслим, что такое состояние страдания, стрессовое состояние. Как человеческое существо, каждое существо испытывает внешнее давление. И как человеческое существо мы специфическим образом внешнее давление распространяем на внутреннее напряжение. Растения, животные, они испытывают внешнее давление. Но мы продвигаем это дальше. Переживание внутреннего напряжения. Если вы хотите осмыслить стресс глубже, это когда ваши мысли ходят по кругу вокруг определенного воспоминания или идеи.
Или они ходят вокруг определенного переживания какого-то, и в вас это создает чувство обиды, озлобленности, негодования. В мире бытует убежденность, что беспокойство — это состояние стресса. Но у Кришнаджи и у меня очень отличающееся понимание стресса. Любая беспокоящая эмоция, которую вы испытываете, это стрессовая эмоция. Это может быть гнев, страх, тревога, неудовлетворенность, раздражение, вина, грусть, одиночество. Это все стрессовые состояния, не так ли? Когда вы злитесь, для вас это приятно или болезненно? Это очень болезненный опыт. Когда вы испытываете одиночество, это очень болезненное переживание. Когда вы испытываете грусть, это очень болезненное переживание. Страх — это болезненное переживание. Я вам сейчас расскажу что-то из нашего эволюционного развития. Проводился эксперимент с двумя разными видами обезьян. Один вид — это шимпанзе, а другой — это карликовое шимпанзе бонобо. Итак, когда шимпанзе чувствует несправедливость в отношении других шимпанзе, или если по какой-то причине ее лишили еды, вырабатывается гормон тестостерон, провоцирующий шимпанзе к драке. И они на самом деле становятся очень злыми. Если подобная же ситуация происходит с обезьянами бонобо, если, например, если их лишили еды или проявили несправедливость в отношении других обезьян, у обезьян бонобо вырабатывается гормон кортизол. И они испытывают страх и беспокойство. Внешне один и тот же опыт. Шимпанзе вводит в драку, в злость, а обезьян бонобо это приводит к страху. И страх, и гнев — это стрессовые состояния. Сказать, что стресс — это только беспокойство и страх, это не так. Любое состояние, которое является беспокоящим для вас, это состояние страдания. Какое состояние, из которого вы живете свою жизнь?
Каково ваше проживание жизни? Вы проживаете жизнь из стрессового состояния? Или вы проживаете жизнь из красивого состояния? Yes? Да. Can you think for a minute? Можете подумать минутку, пока ответите. А надо ли нам быть свободными от нашего стрессового состояния или нет? Как вы думаете, нужно быть, это абсолютно необходимо быть свободными от нашего стрессового состояния? Отлично. Я расскажу вам притчу, которую я рассказывала в Канзас-Сити на TED. Два монаха, я да и я нет, возвращаются в монастырь после дня обучения. И им нужно пересечь реку, чтобы попасть в монастырь. И тут они слышат плач женщины. Да, я внезапно быстро среагировал, подошел к ней и спросил, что случилось. Женщина рассказала, что она работает с этой стороны реки. Каждое утро она приходит сюда, но каждый вечер она возвращается на другую сторону реки к своему малышу. И она плакала, потому что именно в этот день вода в реке поднялась, и она чувствовала, что ребенок будет плакать и искать ее всю ночь. И из-за этого она чувствовала так много боли. И выслушав это, Есми, да, я да, он сразу взял ее и перенес ее через реку и поставил ее на берег с другой стороны. Она поблагодарила обоих монахов и ушла. И оба, я, да, я и я нет, продолжали свой путь к монастырю. И вот они уже прошли полчаса, и я нет очень возбужденно заговорил. Он сказал, ты знаешь, что ты наделал? И я, да, очень спокойно ответил, да. Наш мастер говорил, никогда не смотри на женщину. А ты, я, да, подошел и говорил с ней. Наш мастер говорил, никогда не разговаривай с женщиной. А ты подошел и дотронулся до нее. Мастер говорил, никогда не трогай женщину, но ты нес ее. Я, да, был все еще очень спокоен. Он посмотрел на «я нет» и сказал, я выпустил ее из рук полчаса назад. Это ты все еще несешь ее. Я да и я нет олицетворяют два состояния, в которых мы живем. Я да олицетворяет красивое состояние, а я нет олицетворяет стрессовое состояние. В стрессовом состоянии вы волнуетесь еще до наступления события, во время
и еще после. And a stressful state deprives you of all the intelligence that you need to handle the situation. Стрессовое состояние мешает вам вашей разумности, которая вам нужна, чтобы справиться с ситуацией. In a stressful state, you feel divided and conflicted within. В стрессовом состоянии внутри вас разделенность и противоречия. Оно абсолютно отсоединяет вас от того, что вас окружает. Я нет, он был отсоединен еще до наступления события, во время и после. И этим он отсоединил себя от людей, которые окружают его. Он был отсоединен от страданий этой женщины, и он был парализован бездействием. В стрессовом состоянии тобой завладевает твое прошлое, ты мучишься относительно будущего, и ты никогда не находишься в настоящем. Ты становишься человеком, который не способен к соединенности. Ты становишься человеком, ведомым разделенностью. И в твоей жизни нет переживания соединенности. И это лишает вас способности делать правильные действия, которые необходимы вам в жизни. Это ясно? Хорошо. Давайте на несколько мгновений закроем глаза и сделаем практику, очень маленькую практику. Она введет в нас в красивое состояние. Вы можете делать ее дома так много раз, как это возможно. Закройте глаза. Bring attention to your breath. Внимание на дыхание. Inhale and exhale deep and slow. Вдыхайте и выдыхайте глубоко и медленно. Identify the exact emotion that is arising within you right now. Определите точно, какая эмоция возникает в вас сейчас. Is it fear, Это страх, frustration, недовольство, гнев, обида, bitterness, горечь, disappointment, разочарование or sadness and loneliness? или грусть и одиночество. Identify the exact emotion that is arising within you. Определите, какая точная эмоция возникает в вас. Or are you experiencing calm, Или вы испытываете покой, joy, любовь, peace? радость, мир.
as this emotion is arising within you? И Are you obsessing about your когда эта past? эмоция возникает в вас, вы во власти прошлого Are you obsessing about your future? постоянно думаете о будущем, Or are you in the present moment? или вы в настоящем моменте? Bring attention to the movement of your mind. Внимание на движение вашего ума. Увидьте пламя, которое движется от центра лба в центр головы. See this flame glow in the middle of your skull. Видите, как это пламя светится в центре головы. A smile to your face. Улыбнитесь. Open your eyes. Откройте глаза. If you wish, you may embrace the person next to you. Если хотите, можете обнять человека, который находится рядом с вами. И если хотите, можете обнять еще дальше следующего человека. We'll see you in a minute. Увидимся через минутку. This mic is better. Yes. So if you're asking me what is one thing or two things that you definitely need to nourish a relationship? Если вы меня спросите, какая одна или две вещи, что нужно определенно, чтобы подпитывать взаимоотношения? It is very important to dissolve
Очень важно растворять обиду тогда, когда она возникает. С разочарованиями, которые происходят во взаимоотношениях, появляется вероятность того, что мы держим эту обиду и продолжаем быть в отношениях, исходя из этой обиды. Когда мы продолжаем быть в отношениях из обиды, или когда мы не растворяем эту боль, которая возникает в нас, есть большая вероятность того, что вы сами уничтожаете ваши взаимоотношения. Тогда этот болезненный опыт становится зарядом. Больше не два человека общаются друг с другом. Это прошлый опыт контролирует взаимоотношения. И если вы не растворите его, вы разрушите отношения. И второе, надеюсь, что каждый из здесь сидящих в зале — это сознательный человек, который хочет, чтобы переживания жизни были лучшими, кто страстно желает взращивать свои отношения. Важно взращивать состояние сострадания, состояние сострадания, когда вы можете чувствовать другого. И когда вы проявляете какой-то небольшой жест, какое-то действие, чтобы помочь человеку, когда человек находится в страдании, если вы тот человек, который в состоянии взращивать сочувствие, тогда вы способны заметить горе в глазах другого человека. Spot the sorrow in the other person's eyes. And truly feel for what the other person is feeling. И по-настоящему почувствовать то, что чувствует другой человек. And then help the other person. И тогда помочь ему. Then that relationship. И тогда такие отношения могут расти, и вы становитесь тем человеком, который способен эти отношения подпитывать. Yes. 所以我们可以了解，唯有我们去疗愈、去消融我们自己内在的这些伤，我们才能够在这个亲密关系当中去看见它的美好的部分，去争。那其实对我来说，这可能就是在我们没有办法去感受到别人的情绪，我们也在自己在很混乱或者是压力很大、很失控的这个压力状态的时候，我们没有办法帮助我们自己。所以有没有什么教导是可以给我们在场的所有的贵宾，或者是现在在直播上面的伙伴？我们要怎么样回到一个美好状态，在我们压力很大的时候？ We are in a fast-paced Мы с вами в мчащемся мире. Yes. Да? And our entire focus has been on И becoming. весь наш фокус внимания был на становлении. How much we have, Сколько у нас our achievements всего есть. and our success has Наши become very important. достижения и успех стали важны. I'm not saying it is not important. Я не говорю, что это не важно. It's definitely Это important. определенно важно. But it will be very easy for you to achieve what you want to achieve. Но для вас будет очень легко достичь то, чего вы хотите, If we also bring attention to our inner state. если вы будете уделять внимание своему внутреннему состоянию. Because at the fast pace in which the world is moving or the civilization is taking us, Потому что в том быстром темпе, в котором движется мир и ведет нас цивилизация, there is a tendency to neglect this inner world. есть тенденция пренебрегать нашим внутренним миром.
So we do not mind ourselves living in anger, we do not mind ourselves living in stressful states, we do not mind ourselves living in fear and anxiety. We believe that is how everybody else is. Не обращаем внимания на наши стрессовые состояния, на том, что мы живем в тревоге и беспокойстве. Нам кажется, что так же все живут. И вместо того, чтобы припрятывать это состояние, держите духовное видение относительно своего внутреннего состояния и внимание переносите на свое внутреннее состояние. Подпитывайте внутреннее состояние внутри себя. Возможно, вы живете 10, 20, 30, 40, 50 лет, и все это время мы поддерживаем определенное состояние, и оно вы возвращаетесь к нему снова и снова. Некоторые люди возвращаются в определенной ситуации к гневу, а некоторые прибегают к страху, с кем-то случается печаль. Но когда бы вы не попали в это состояние, всегда внимание переносите на себя. Единственный способ растворить состояние — это внимание переносить на стрессовое состояние. Стрессовое состояние не растворится от того, что вы просто изменили ситуацию, пошли поразвлекали себя. Вы его наслаиваете. Только когда вы уделяете ему внимание, вы становитесь человеком, который может его растворить. И эти состояния, они будут замещены состояниями радости, любви, соединенности. Это подобно тому, как вы возделываете свой сад сознания. Постепенно вы убираете сорняки, и вы их замещаете прекрасными цветами. Это требует времени, и вам нужно уделять этому внимание, эмоциям тогда, когда они возникают. And the practice that we just did right now, which is the serene mind practice. И сейчас мы делали практику, которая называется практика умиротворенного ума, serene mind. It's a simple practice, but very powerful. You can take that back home and do it as and when you feel anger. Это очень сильная практика. Пожалуйста, делайте ее дома, когда почувствуете, что вы злитесь или испытываете страх. 谢谢 Pritaджи。所以刚才听到两位，无论是 Jackie 或者 Pritaджi， 他们其实讲的都是一个最重要的关键，就是要回到当下最真实的状态。那我总是会把这个问题呢问回去。When you are in a stressful state, когда вы в стрессовом состоянии, when you are experiencing suffering, когда вы испытываете страдания, how much are you being present to the people around you? Насколько вы можете быть присутствующими к людям вокруг вас? On a world average, в мире в среднем 80% of our thoughts 80% наших мыслей — это лишь старые мысли. That means we are only obsessing about something, some experience. Это означает, что мы навязчиво испытываем какое-то переживание, идеи. When you're obsessing about something, you are actually not being present. А когда вы погружены во что-то, вы не в состоянии быть присутствующими ни к чему в жизни. Вы можете быть погружены в прошлое или в будущее, но это отделяет вас от самой жизни.
Даже если вы 10 минут полностью находитесь присутствующими со своим ребенком, эти полноценные 10 минут, они будут иметь огромное влияние на ребенка. Which does not equal to the hours that you spend with your child when you are not being present. Это несравнимо с часами, которые вы проводите со своим ребенком, но вы не находитесь там. So if I have to answer for myself, I would say the state. Я скажу о себе, что состояние, когда я с людьми, когда я могу влиять на их жизнь, когда я с моей командой, с моими преподавателями, actually feeling them and making them understand or actually я на самом деле чувствую их, и я даю им это самим почувствовать и понять. И мы работаем на одно общее видение. И когда со своей семьей я испытываю чистый опыт соединенности. И вся эта поездка не переполнила бы меня чувствами так, если бы я не была в красивом состоянии. 带来一些什么你知道或不知道的改变，所以，如果你准备好的话，我们一起来接受这份礼物，好吗？所以我们今天 Pritaджi 所带领的这个静心呢，是适合所有的人。如果这是你第一次体验静心的话，也非常非常的棒。而且真的非常的幸运，所以让我们先做一个舒服的坐姿，好不好？让自己坐好，然后脊椎挺直，让我们一起来接受这份礼物。The journey that we have at O&O Academy, we call it an awakening. Путешествие, которое у нас совершается в Академии O&O, мы называем его пробуждение. What happens when you are in a nightmare? Что происходит, когда вы в страшном сне? It's a painful Это experience, isn't it? болезненное переживание, не так ли? And you want to wake out of it. И вы не можете выйти из него. И этот болезненный опыт, он исчезает в тот момент, когда вы просыпаетесь, пробуждаетесь ото сна. Но что происходит, когда вы в кошмаре бодрствования? Если вы уже проснулись, пробудились ото сна, и вы испытываете гнев, страх, страдания, можно назвать, что это кошмар дневной. Вас могут окружать прекрасные вещи, но вы абсолютно отсутствуете по отношению к ним. Вот поэтому мы называем путешествие в Академии O&O пробуждением, что пробуждает вас от этого дневного кошмара. Это прогрессивное путешествие. И вы начинаете испытывать красивое состояние сознания, состояние, когда вы свободны от внутреннего шума, от внутреннего конфликта, когда вы находитесь в присутствии жизни, когда вы переживаете соединенность. На следующем уровне вы испытываете трансцендентальное состояние.
Участники испытывают много трансцендентальных состояний. Классическое состояние, трансцендентальное состояние — это состояние свидетеля, когда вы переживаете поток жизни, вы испытываете единство боли и удовольствия, единство света и тьмы, единство любви и ненависти. Вы испытываете сознание свидетеля всего шума, который происходит, всех суждений, которые вы переживаете. Это просто быть свидетелем жизни, свидетелем своему внутреннему миру и своим переживаниям. И затем это прогрессирует просветленным состоянием, когда есть только один, когда нет разделения, когда нет разделения между умом и материей, разумом и материей. Вы испытываете себя единым со Вселенной. Вы испытываете состояние «Я есть то». Итак, это состояние, которое вы переживаете в Академии O&O. И пока мы здесь говорим, когда мы здесь в этот момент мы собрались, происходит огромное движение в сознании, которое происходит в преддверии фестиваля «Этом. Мир во всем мире», который будет проходить с 9 августа по 19 августа. Кульминация будет происходить 19 августа. Эком — это игровое поле Божественного. Это место, где находится феномен золотого шара. Это место, где сознание человека заполняется вселенским сознанием или божественным, и где люди испытывают возвышенное состояние. И Эком будет действовать как усилитель. Когда 19 августа тысячи людей будут медитировать в Эком, и не только в Эком, тысячи людей будут медитировать по всему миру, по всей Земле будут расположены энергетические точки мира. И эти энергетические точки соединятся с Эком на 20 минут в двух временных зонах. Кто из вас имел опыт встречи с насилием? Пожалуйста, поднимите руки. Кто из вас испытывал разделенность и разобщенность? Кто из вас стал жертвой насилия, которое произошло? Для всех, кто поднял руки, мир — это не идея.
和平呢，它并不只是一个想法， is not an это ideal, не идеал, 它也不是一个理想而已， but it is something that we are craving но for. это что-то, 那是一个 чего 我 мы 们都一直在 страстно 渴 желаем. 望着的事物。 We are longing for this experience of Мы peace. 我们 отчаянно 都一直在渴 жаждем 望着能够体验到这样子的和平， проживания Yes or no? мира. 是不是啊？ Не так ли? Yes. Да. Anybody who has suffered separation, anybody who suffered division, anybody who suffered parental abuse knows how much important it is to experience Кто-либо, peace. кто испытал на себе страдания, разделенность или жестокое обращение от родителей, 都知道这个 для них 和平是多么的 это 重要。 не пустые слова, So let что us go такое through мир. a meditation. Итак, 所以让我 давайте 们来一起做一个 мы 静心， сделаем Let us do a медитацию. soul sync Мы сделаем meditation. 让我们来 медитацию 做一 soul 个 sync, 灵魂同步静心。 синхронизации At души. the end of the soul sync И meditation, в 在这 конце 个灵魂同步静心 медитации 的最后， let us hold an intention to awaken to peace within ourselves. 让 давайте 我们 примем 保持的一个意图， намерение 就是在我们内在去唤醒和 And the 平， peace that we пробудиться experience within миру ourselves, внутри let us себя, radiate within и our чтобы мы family. 然后在我们 излучали 内在所 этот 体验 мир 到的这 на 个和 свою 平，让它 семью. 散发出去，在我们的家庭里扩散着。 And the peace that the family experiences, let it radiate into the И тот society. мир, 让整个 который 家庭所经验到的这 испытывает 份和平， семья, 让 пусть 它 он 继续 излучается в 扩散到整 общество. 个社会。 So we are going to hold an intention for Итак, peace. 所以我们 мы 会为了和平来保持 создадим 一个意图。 намерение Peace is not a fancy о idea. мире. 但 Мир — 和 это не 平呢，它并 просто 不只是一个 We иллюзорная are not going to идея. be onlookers waiting for some peace to Мы happen. не будем зрителями в ожидании того, что мир случится. We are going to be the creators of peace by moving into a state of peace and awakening to the peace Мы будем consciousness. 我们呢是 творцами 透过呢 мира, 让我们能够去进入到 перейдя 唤醒于这样子 в 一个和平的 состояние 意识， мира 然后 и 来创造 пробуждаясь 出和平 к。сознанию Are we ready мира. for the meditation? Готовы ли 都 вы 准 к 备好 медитации? 来做这个静心了吗？ Close your eyes. Закройте We'll We'll глаза. just count our breath with Мы a будем touch of our thumb считать and our вдохи и fingers. выдохи 我们等一 That's the 下， only thing you need to пальцами, все, что remember. I вам will нужно lead you through the помнить, rest. все 我 остальное 们要 я 记住的就是，我 буду 们等一下 говорить. 要用我们的拇指去触碰其他手指头的指尖来计算次数，其他的我会带领大家。 Have your spine erect. Выпрямите 让你的脊 спину, 背打直， Bring attention to your breath. 把 внимание 注意力带 на 到你的呼 дыхание. 吸上。 Inhale and exhale deep and slow. Вдыхайте и выдыхайте глубоко и Let us медленно. take 8 conscious cycles of breath. Мы сделаем 让我们 8做8次 осознанных вдохов и выдохов.
next 8 cycles of breath, inhale and exhale. Следующие 8 вдохов и выдохов. Вдыхайте и выдыхайте. As you exhale, make a humming noise. И на выдохе делайте жужжащий звук. Next 8 cycles of breath. Следующие 8 вдохов и выдохов. Вдыхайте, выдыхайте глубоко и медленно. Bringing attention to the tiny little pause that happens between inhalation and exhalation. Вниманием улавливая маленькую паузу, которая происходит между вдохом и выдохом. the next 8 cycles of breath. Следующие 8 вдохов и выдохов. As you exhale, chant within yourself aham or
Вдыхайте и на выдохе произносите «Ахам» или «Я есть безграничное сознание». 或者是我是无限意识。Gentle touch between your thumb and your index finger. Сейчас кончик указательного пальца прикасается к кончику большого пальца. See yourself expand into light. Увидите себя превращающегося в свет. Все вокруг вас превращается в свет. Увидите себя единым в цельном полотне жизни. Увидьте себя пробуждающимся к сознанию мира, когда ваша внутренняя война окончена, внутренний конфликт прекращен. Awakening to peace consciousness within your family.
Увидьте себя пробуждающимся к сознанию мира в своей семье, когда все разделение и разобщение растворилось. Feel yourself emanating peace consciousness to the world around you. Увидьте себя излучающим сознание мира вокруг себя. Gentle smile to your face. Улыбнитесь. Когда будете готовы, вы можете плавно открывать глаза. Every one of you over here, каждый из вас здесь, who's a diksha giver, who's trained to give diksha, является дикшадавателем, кто прошел подготовку передачи дикши, или кто хочет делиться медитацией соусинг для мира с минимум 49 людьми до 19 августа может стать миротворцем и организовать энергетическую точку мира в своей стране. На веб-сайте больше информации об этом. Посмотрите. И мы переходим к последнему переживанию этого дня. Это волшебное переживание. Я буду передавать дикшу всем вам. Для тех, кто новички, немного инструкций. У нас нет много времени, поэтому мы не можем углубиться. Шри Бхагаван говорит, божественное — это присущее присутствие в каждом индивидууме, в каждом человеческом существе. Это коллективное сознание, оно присутствует
во всех и в каждом из нас. И когда мы соединяемся с Божественным, когда у нас есть отношения с Божественным, особенно когда они из красивого состояния, эта связь помогает вам проявлять чудеса в своей жизни. Божественное отвечает на ваши молитвы и исполняет ваши искренние желания. Вы становитесь частью отвечающей Вселенной. Итак, дикша — это передача милости. Когда, соединяясь со своим Божественным, с моим Божественным, я передам эту милость вам. Вам не обязательно верить. Если у вас есть связь с Божественным, соединяйтесь. Это пространство, где случается волшебство. Я знаю, что многим из вас это очень нравится. This is again going to be a peace diksha. И вновь это будет дикша мира, Because I believe everyone over here is a conscious individual. потому что я надеюсь, что каждый здесь из вас — это сознательная личность. And as conscious individuals, let us contribute towards world И как peace. сознательные личности давайте внесем свой вклад в дело мира, Not as an activist movement, не как активисты какого-либо движения, but with your transformation in your но state. трансформацией в своем состоянии. So let us awaken to the peace dimension in our Итак, consciousness. давайте пробудимся измерению мира в своем сознании. Ma.             Ма.
Когда будете готовы, плавно открывайте глаза. Для меня это был прекрасный опыт быть соединенной с вами. И желаю вам прекрасной жизни из красивого состояния. Намасте. Намасте. Спасибо, Притаджи.